совершенно особенный дикий кот, который известен своей плотной шубой и очень скверным характером. Среди своих родственников он, пожалуй, самый медлительный, но это не мешает ему быть успешным в охоте, а также выживать в невероятно суровых условиях. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой», и герой сегодняшнего выпуска – невероятно скрытный манул. Манул – один из самых скромных по размерам среди семейства кошачьих. При длине тела чуть более полуметра он может весить от 2 до 5 килограмм. В этом он не сильно отличается от домашней кошки, но учитывая сложные погодные условия, этот зверь имеет более коренастое тело с толстым слоем жира и невероятно пушистой шерстью, что визуально увеличивает кота в размерах. Стоит отметить, что манул обладает самым густым мехом среди всех кошачьих мира. Такой наряд помогает ему выжить в лютые морозы с пронизывающими ветрами, которые типичны для его мест обитания. Кота можно встретить на значительной территории Азии, где он выбирает степи, полупустыни и даже горы, вплоть до высоты в 5000 метров. Буквально все тело животного приспособлено к сохранению тепла и энергии. Чрезвычайно короткие лапы уменьшают теплопотери, но лишают кота возможности быстро и долго бегать. Поэтому, перемещаясь короткими перебежками, манул делает ставку на скрытность. Прижимаясь как можно ближе к снегу, кот пытается слиться с местностью. На фоне снега он вряд ли станет невидимкой, но за счет скудной растительности хищника не так просто заметить. Особенно, когда он словно растекается по снегу и полностью замирает, превращаясь для чужих глаз в один из многочисленных камней. В первую очередь, маскировка спасает его от хищников, ведь местные орлы и даже лисы не упустят возможности напасть. Когда ситуация становится слишком опасной, манул может часами сохранять неподвижность, и даже слой снега не заставит его сдвинуться с места. Такому осторожному животному просто необходимо идеальное убежище, но его втяжные когти не приспособлены к копанию, поэтому помимо расщелин в камнях, хищник занимает норы сурков, барсуков и лисиц. Однако скрытность играет и ключевую роль в охоте. С короткими лапами легко быть незаметным, но глубокий снег часто усложняет ситуацию. С наступлением лета манул меняется до неузнаваемости. Температура воздуха может подниматься до 40 градусов. К этому времени кот теряет до половины своего веса, ведь лишь отсутствие лишнего жира и куда более скудный мех позволяют хищнику пережить палящий зной. Летом маскировка манула становится куда более эффективной, ведь на фоне продуваемых ветрами степей хищника таких размеров не просто увидеть. Низко посаженные уши не только способствуют сохранению тепла, но и помогают стать еще незаметнее, что особенно актуально при отсутствии естественных укрытий. Подобраться к бдительным грызунам не так просто, ведь несмотря на размеры, их слух невероятно чувствителен. Но манул обладает солидным запасом терпения, поэтому после серии беззвучных перебежек у него есть все шансы на финальный бросок. Кстати, в отличие от большинства родственников, манул – обладатель круглых зрачков, что очень необычно для малых кошек. Обычно котята появляются поздней весной. Тщательно скрытые пещеры среди гигантских валунов становятся отличным убежищем, спасая животных от жаркого лета и многочисленных хищников. Уже с первых месяцев жизни малыши инстинктивно сливаются с местностью, не давая повода себя обнаружить. Но, как и положено котятам, рано или поздно они забывают об опасности и начинают резвиться, шаг за шагом оттачивая охотничьи навыки. По мере взросления котята начинают сопровождать мать на охоте. Здесь важна полная сосредоточенность, поэтому кошка совершенно не уделяет внимания малышу. Она целиком фокусируется на своей задаче, ведь малейшее промедление и все придется начинать сначала.
К счастью, полевка оказалась в зубах. Но даже у столь незаметного охотника лишь одна из 3 попыток оканчивается успехом. В среднем манулу нужно поймать около 5 грызунов в день. Но при наличии потомства кошка вынуждена охотиться все свободное время. Чтобы подобраться вплотную к добыче, мать тратит уйму времени. Но вся задумка за секунду рушится стараниями неопытного охотника. Как и у многих кошачьих, охотничий ритуал сопровождается хаотичным подергиванием кончиком хвоста. Считается, что таким образом хищник готовится к броску, распределяя массу тела и рассчитывая траекторию прыжка. Но бытует мнение, что подобный прием словно гипнотизирует цель. Полевка видит охотника, но постоянно меняющий положение хвост отвлекает на себя все внимание. Грызун словно оценивает уровень опасности незнакомого объекта, не обращая внимания на неподвижного кота. И это дает обнаруженному хищнику шанс на успешный прыжок. Манулы – истинные кочевники. Каждые несколько дней семья вынуждена менять убежище, чтобы обновить кормовую базу и не привлекать лишнего внимания хищников. Котята быстро подрастают и уже совсем скоро овладевают техникой незаметного перемещения. Однако первая добыча становится невероятно сложной. Подражая матери, юные охотники еще не могут похвастаться быстротой рефлексов. Но совсем скоро самых удачливых и терпеливых ждет успех. У подростков остается совсем мало времени, ведь зимовать им предстоит уже в одиночку, а чтобы выжить, им необходимо накопить жировые запасы. Несмотря на быструю обучаемость, первый год жизни суждено пережить в среднем лишь одному из 3. Мать покидает котят, но чтобы дать им больше шансов на выживание, она жертвует собственным благополучием, перебираясь от богатых укрытиями мест за многие километры. За последние годы манул почти полностью исчез из открытых степей. Из-за вмешательства человека невероятно обширный ареал сузился до небольших изолированных участков. В настоящее время примерная численность популяции оценивается в 50 тысяч особей. Возможно, лишь невероятная скрытность, бдительность и труднодоступные места обитания позволили этому уникальному коту дожить до наших дней. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!